Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук в передаче «В мире животных и людей». Как вы думаете, почему этих три создания сегодня вместе со мной? Дракон, кот и кто-то. Может быть, у вас уже есть версии, что они символизируют? Пишите. Сегодня тема нашей встречи – защита границ без агрессии. Согласитесь, это достаточно непросто. Как защитить границы агрессивно, понятно нам всем. Ну, что тут думать? Бей. Но как защищать границы без агрессии? Границы нам приходится защищать постоянно. Почему постоянно? Потому что в каждом из нас живет зверь, который хочет забраться на голову и утвердить свои правила. И он живет как в нас, так и в наших окружающих. Поэтому мы бессознательно постоянно устраиваем соревнования, где мы хотели бы выйти победителем и утвердить все-таки свои правила, свою власть. Но в то же время в нас живет человек, который боится идти на конфликт. И это вполне логично, потому что конфликтность, агрессивность – это то, что не поощряется социумом. Только в экстремальных условиях эти качества ценятся. А так мы рискуем остаться в одиночестве, быть не социализированными, и сбудется самый страшный страх, когда мы, как бездомные, без работы, без денег и без дома. И границы надо защищать, потому что если границы не защищаешь, то другой человек будет их постепенно отжимать. Но агрессивность, она разрушает наши социальные связи и лишает нас возможностей. Когда мы хотели бы защитить границы как зверь, агрессивно, как вы догадались, дракон у нас будет символизировать агрессивную защиту границ, то мы не только рискуем потерять социальные связи, отношения, но еще можно получить сдачу. Когда мы кому-то начинаем агрессивно что-то высказывать, особенно если это близкий, у него есть тоже, что нам высказать в ответ. Или же можно нарваться в достаточно таком ангельском личике своего собеседника на достаточно жесткий истеричный отпор. И тогда мы и проявим агрессию, в то же время не выиграем в этой битве. Также защита с помощью агрессии, она чревата чувством вины. Мы потом все эти конфликты, где мы с вами проявились как зверь агрессивно, бесконечно прокручиваем в голове. Мы постоянно доказываем себе правомочность проявления агрессии в этой ситуации. То есть мы не можем признать, что мы выпустили зверя для защиты себя, а нам надо обязательно сделать другого достаточно плохим, чтобы я имела полное право тоже быть плохой. И поэтому в голове мы крутим бесконечно эти диалоги, в которых достаточно демонизируем другого для того, чтобы получить внутреннее разрешение на проявление агрессии на него. Он должен или довести, или быть достаточно плохим в целом, или же достаточно плохим в моменте, тогда мы полностью оправдываем свое поведение. И как видите, агрессивность, я не говорю, что это плохо. И иногда без нее никуда. Но существует ли третий вариант? Итак, мы с вами сегодня разберем на простом жизненном примере. Но я бы хотела, чтобы вы не воспринимали его буквально, а уловили именно суть. И если у вас есть какой-то свой жизненный пример, где вы встретились с моментом, где уже пора защитить свои границы, но у вас это или не получилось, или получилось агрессивно, то держите лучше в уме этот свой пример, чем мой. Вам будет так ближе и понятнее.
Итак, пример. Представим, что мне мой муж говорит: вечно ты закрываешь дверь не на тот замок. У нас 2 замка, и нижний более сложный. И он говорит, когда мы закрываем на более сложный, квартира больше защищена. Ну вот представим, что мы оба после работы встретились где-то в городе, возвращаемся домой. И муж в этот момент, возможно, он был уставший, голодный после работы, замечает, что я закрыла замок не на тот, дверь не на тот замок, и говорит: вечно ты закрываешь дверь не на тот замок. И в такой момент можно и проигнорировать, то есть не ответить ничего. Но здесь очень важно обратить внимание на то, что происходит внутри меня. И мы, несомненно, агрессивные, то есть у нас меньше возможности сдерживать своего зверя. Когда мы голодные, когда мы уставшие, тогда вот этот налет человечности уходит, и зверь всегда будет проявляться ярче. И в такой ситуации это зависит от множества сопутствующих обстоятельств. То есть мы сейчас с вами не пишем инструкцию, я вам пытаюсь выложить суть. Если я агрессивная, вот здесь, видите, лежат у нас карточки, и эти карточки принадлежат зверю-победителю. То есть, как я защищаю границы, если я претендую на роль зверя-победителя. Это у нас будет зверь проигравший, а это у нас будет человечность. Итак, зверь-победитель. Зверь-победитель тут же начинает атаковать в ответ. То есть человек, который отчитывает, например, как муж меня за то, что я закрыла не на тот замок дверь, он становится сверху и предлагает мне быть ниже, как он лучший, а я в этом моменте худшая. Я атакую в ответ: ты тоже суп забыл поставить вчера в холодильник. То есть он атакует меня и сверху, а я атакую его, сама забираюсь сверху и говорю: ты тоже плохой. И такой ответ может прекрасно привести к конфликту. То есть, когда я его слова воспринимаю не как его какое-то состояние, а как атаку на себя. И я пытаюсь его в этой атаке победить. Так и до драки недалеко. Второй вариант. Муж говорит про дверь, я отвечаю: хватит мне рассказывать, что делать. Видите, он атакует меня, а я в ответ атакую его. Он как бы бессознательно говорит: я главный, я говорю, что делать, а я говорю: ты не будешь мне рассказывать, что делать, ты не авторитет. То есть я в первом случае, во втором компенсирую свое нижнее состояние, поднимая себя словами наверх. Гарантированный конфликт. Третий вариант. Фраза про дверь. На какой хочу замок, на такой закрываю. То есть здесь я тоже ему показываю, что он не главный, что у него авторитета у меня нету. Видите, все эти ответы, как и формулировка мужа, это столкновение двух зверей, и каждый из них претендует на то, чтобы быть главным, а другому предлагается место ниже, худшего. Итак, у меня есть энергия, и я зверь-победитель. Зверь-победитель атакует в ответ и становится сверху. Теперь котик черненький, проигравший. Чем чревато ответы из зверя проигравшего? Тем, что вы будете бессознательно провоцировать бессознательное другого на атаки на себя. Нам нравится атаковать, нравится кусать. Мы в этот момент ощущаем свою власть. И
человек может это делать абсолютно бессознательно. Он не понимает, что он делает. И если я котик, зверь проигравший, то я, например, скажу мужу: прости, прости, я забыла, я исправлюсь. То есть такой ответ в природе он может существовать, и он даже будет очень уместен, особенно если вы имеете дело с каким-то разъяренным незнакомцем. То есть он показывает свою власть, и вы ему ее отдаете. Но с близкими такой ответ, или вообще в общении такой ответ, он будет провоцировать зверя-победителя другого вас опять укусить. Второй вариант. Не кричи, пожалуйста, на меня. Видите, здесь очень важен еще тон. Не кричи, пожалуйста, на меня. И фактически эта фраза означает: я признаю, что ты страшный главный зверь, я маленький проигравший зверь, не ешь, пожалуйста, меня, серый волк. Тут я тоже нарываюсь на провокацию агрессии. И третий вариант зверя проигравшего – это обиженное молчание. То есть если близкие покусывают нас, а мы молчим или же отвечаем как зверь проигравший, то надо понимать, что другой человек будет отхапывать границы, свое пространство все больше и больше. То есть, видите, если я действую как зверь-победитель, я провоцирую конфликт, лобовую атаку. Если я действую как зверь проигравший, я провоцирую повторное нападение на меня, но как мне отстоять границы и не агрессивно? Вот это самый главный момент. И в первую очередь, перед тем, как мы будем с вами это разбирать, нам надо стать на эту неагрессивность внутри. Но многие мне задают вопрос: а как ее нащупать? Вот попробуйте нащупать зверя-победителя, зверя проигравшего, и не быть ни тем и ни тем. Итак, варианты ответов. Не воспринимайте это как алгоритм, это ни в коем случае не инструкция. Это как один из вариантов, чтобы помочь вам найти именно эмоциональное пространство человечности. Человек, муж говорит: ты опять закрыла дверь не на тот замок, я отвечаю: нет, ты опять закрыла дверь не на тот замок, я отвечаю. Это было сказано агрессивно. Видите, здесь нет нападения конкретно на человека, здесь и есть указание на тон. Или тон был агрессивным. Несомненно, другой может разъяриться от этого еще больше. И поэтому я говорю, что здесь очень важно то, где вы внутри стоите. Тут важны не слова, а именно посыл. Но вы обращайте внимание другого на то, что он был агрессивный, но вы в то же время не атакуете его в ответ и не унижаетесь перед ним. Еще вариант. Мне привычнее закрывать двери на этот замок, на тот, на который я закрыл. И дальше может последовать дискуссия, где муж будет приводить свои контраргументы о том, что этот замок лучше дверь защищает. Я буду приводить свои. Ну, например, давай спросим статистику. Вот у нас дома консьерж, у нас шлагбаум, и сколько у нас камер установлено, сколько квартир было ограблено, например, за последние 3 года. И если это будут профессиональные грабители, то они смогут открыть и тот замок. То есть тут уже будет дискуссия. Но здесь важно обозначить свои границы, показать другому, что ты уже их перешел. Или же третий вариант, я им чаще всего пользуюсь в быту и в жизни, когда я немного шучу. Например, муж мне говорит: ты опять закрыла дверь не на тот замок. А я ему говорю: кусь-кусь Олю. То есть, видите, здесь так показываем, что ты меня кусаешь. Кусь-кусь Олю. И обычно вот такое доброжелательное
с юмором отношение, оно у собеседника тоже вызывает улыбку, и конфликт исчерпан. Но здесь в первую очередь надо обнаружить свою человечность. Предлагаю вам потренироваться и найти еще человеческие ответы на эту ситуацию. Весь этот ролик, все, что я вам рассказала, это кусочек пирога под названием «Школа общения». Вот на школе общения мы будем разбирать такие ситуации и учиться быть людьми, но быть сильными, защищающими свои границы. Для многих слово «человечность» — это про слабость, про глупость, про уступить, про пожертвовать собой. Нет, я не предлагаю так действовать. Человечность, она умная, и она позволяет добиваться гораздо большего с гораздо меньшими затратами. Вот про это все мы поговорим на школе человечности. Она начнется в середине августа. Ссылка есть под видео или на сайте olgademchuk.org. Так что пишите ваши варианты и приходите на школу. Буду рада вас видеть. До встречи.